Всем привет! В эфире Metal Detector. Сегодняшний выпуск целиком и полностью посвящен командам, играющим в таких направлениях, как альтернатив металл и металкор. Более того, две такие команды представят отечественную тяжелую сцену. Одним словом, впереди будет много всего интересного. Смотрим! Выпуск открывает достойная британская команда, записавшая третий полноформатный альбом. Группа образовалась в 2007 году и все это время успешно исполняет качественный прогрессив металкор, хотя на новом диске местами прослушиваются обороты, свойственные такому направлению, как хардкор. Также в музыке команды появилось много интересных и весьма оправданных экспериментов с чистым вокалом и хоровым пением. В итоге альбом получился просто отличным, а две закрывающие композиции как нельзя лучше вписались в общее настроение диска. Довольно известный коллектив из Америки выпустил четвертый полноформатник. Команда исполняет что-то среднее между альтернатив-рок и альтернатив-металл, а некоторые треки нового альбома можно отнести к модерн-року. Группа существует вот уже 10 лет, но все никак не выработает свое неповторимое звучание, которое ярко отличало бы ее от подобных групп. Главной, да и, наверное, единственной причиной этого является слишком частая смена музыкантов коллектива. С момента основания команды в ней остался лишь единственный участник – вокалистка Эшли Костелло. Уже давно ставшая культовой российская металкор-команда выпустила, как несложно догадаться из названия, шестой полноформат. Группа была образована в 2001 году и за свою историю, помимо участников группы, довольно ощутимо меняла и общее звучание самой музыки. Особенно это относится к новому альбому, который получился намного мягче и спокойнее предыдущих работ. К тому же на новом диске окончательно исчез гроулинг, так что нынешнее направление команды точнее было бы определить как модерн-металл с примесью электроники. Благодаря всем этим переменам группа однозначно потеряет немало своих поклонников, но также нет никаких сомнений, что и обретет новых. Группа из Португалии, исполняющая пост-хардкор металкор, записала третий полноформатный альбом. Очень насыщенный и бодрый материал с мощными гитарными партиями и красивыми, весьма подходящими к месту и не напрягающими клавишными вставками. Также на новом альбоме меня порадовало разнообразие вокальных партий. Здесь можно услышать скрим, чистый вокал, гроулинг, хоровое пение и даже вставки с женским вокалом. Причем присутствие чистого мелодичного вокала никак не позволяет отнести этот диск к разряду попсовых. Альбом получился довольно жестким и агрессивным.
на очереди молодая, но как по мне, так весьма перспективная нью-метал команда из Великобритании, записавшая дебютный студийный полноформатник. Первый диск группы получился интересным и концептуальным. Общая волшебная атмосферность не покидает с самого начала и до последнего трека. Довольно сложные и необычные музыкальные партии отлично дополняет сильный женский мелодичный вокал, периодически переходящий в скрим. Одним словом, реально достойный материал, рекомендуемый к прослушиванию. И еще один отличный дебют, на этот раз от молодой банды из Польши, исполняющей альтернатив-метал Modern Rock. Парни прямо-таки порадовали крайне разнообразным материалом, собранным на диске. Мелодичные, бодрые, пропитанные мощной энергетикой треки не оставят равнодушными настоящих любителей качественной альтернативы. Легендарная российская группа, исполняющая альтернатив-метал, выпустила 6-й полноформатный альбом. И, как обычно, на форумах этот диск вызвал множество разногласий. Дело в том, что в музыке группы стало заметно меньше драйва, да и вообще агрессии как таковой. Но, как я уже говорил, на любую музыку найдутся свои ценители. Возможно, кто-то именно этого от них и ждал. И напоследок, всемирно известная команда из Штатов, исполняющая индастриал с примесью чего угодно, выпустила 7-й полноформат. Ну что тут можно сказать, как всегда мощно и непредсказуемо красиво. Отличные гитарные рифы, брейкбитовые сбивки и куча электроники, которая здесь как нельзя в тему. Просто шикарный альбом. А на сегодня это все. Наши партнеры: Агрессивный рокер, Рок Изок, Рок Релиджен, Институт рокеров, Институт благородных рокерш и Рок Мем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!